могущественный, но застенчивый герой, который мечтает убить повелителя демонов вместе со своей командой из 3 прекрасных девушек. Но он не знает, что девушки — наемные убийцы, которых послали убить его по разным причинам. К счастью, он слишком силен, чтобы пострадать от их внезапных атак, и девушки, которые хотят его убить, вскоре начинают испытывать к нему чувства. Но, к сожалению, он слишком застенчив, чтобы справиться с таким вниманием. В глубине царства демонов повелитель демонов дает своей дочери испытание, чтобы официально признать ее взрослой. Он говорит ей, что из всех кандидатов в герои, которые мечтают убить его, он нашел особенно сильного человека. Он говорит Сил, что ее миссия — убить героя самостоятельно, и тогда она станет взрослой и наследницей престола. Король демонов дает Сил необходимую информацию и ее цели, и она тут же улетает, думая, что убить героя не так уж и сложно, и она могла бы повеселиться в человеческих землях. Тем временем в человеческом городе плохая мамочка-убийца Анимона получает плату за свою последнюю миссию, когда ее агенты дают ей новое задание. На этот раз она должна убить героя, и клиент хочет, чтобы она при этом была одета как священник. Энн говорит клиенту, чтобы он шел к черту, потому что в мире не хватит денег, чтобы заставить ее это сделать. Но как только она слышит, что награда $1 000 000 золотых, она тут же меняет свое решение. С другой стороны, есть доминатрикс по имени Гоа, который доставляет огромное удовольствие превращать накачанных парней в своих питомцев. Ей становится скучно, потому что никто больше не может устоять перед ее методами, но ее прислужники говорят ей, что нашли для нее идеальную цель. По совпадению, их цель тот же парень, и у него уже достаточно проблем. Его зовут Тота, и хотя он мечтает стать популярным героем, к которому все хотят присоединиться, он просто застенчивый и неуклюжий парень, который даже не может заговорить с незнакомцами, потому что он сложен как настоящий богатырь. Даже его нервное лицо пугает обычных людей, и они убегают, как только он пытается заговорить. Тота впадает в депрессию, потому что у него никогда не было возможности создать команду с кем-то. Но как только он собирается идти домой, его удача внезапно меняется. Все 3 девушки-убийцы приходят к нему и говорят, что много слышали о нем и хотят создать с ним команду. Сил и Энн сразу же возненавидели друг друга, а Гоа считает, что чем больше, тем лучше. Люди в гильдии действительно шокированы тем, что 3 красивые девушки пытаются объединиться с их неуклюжим одиночкой. Но Тота чувствует, что это его шанс. Он так долго был один, что готов присоединиться к любой команде, которая его примет, и готовится сказать «да». Тем временем все говорят девушкам забыть о Тота и присоединиться к ним. Но Гоа говорит им, что уже отдала свое сердце и душу герою. Она цепляется за руку Тота, и внезапно его последние 2 клетки мозга взрываются, и он падает в обморок, все еще стоя на ногах. Девушки в замешательстве, а завсегдатаи гильдии говорят им, что Тота невероятно застенчив, особенно с женщинами. Ну, Гоа и Энн думают, что могут использовать это в своих интересах. Но Сил опережает их, она использует свою магию, чтобы поднять Тота, а затем улетает, пробив крышу гильдии. Гоа и Энн бросаются в погоню, не зная, чего хочет Тота, но они думают, что хорошо, что они сейчас не в городе. Энн внезапно достает гранатомет и стреляет в Тота. Но Сил уклоняется от первых выстрелов, а затем отражает остальные магическим барьером. На этом они останавливаются, и Гоа решает использовать самодельное зелье, чтобы превратить девушек в своих питомцев, прежде чем разобраться с Тота. Тем временем Сил тайно накладывает на землю магическое заклинание, чтобы вызвать могущественного монстра. Они с Энн готовы убить друг друга, прежде чем доберутся до героя, но Гоа встает между ними, объявляя перемирие, как недавно сделал Трамп, и Энн с Сил решает все обсудить. Но как только они теряют бдительность, то обнаруживают, что их парализовало из-за специального парализующего парфюма Гоа. Гоа гордится своим творением, но Сил говорит ей, что она все испортила, потому что прервала ее заклинание призыва. И теперь существо, которое она вызвала, наверняка выйдет из-под контроля. Внезапно на земле появляется магический круг, и из него выходит 8-ногий темный дракон. И Гоа решает бежать, потому что сражаться не ее стиль. К ее удивлению, Энн и Сил преодолевают паралич и хватают ее за ноги, требуя противоядия, если она хочет выжить. Пока они спорят, дракон приближается к ним, но как только он собирается их съесть, появляется Тота и одним ударом сносит дракону голову. Девушки не верят своим глазам, а затем Тота поворачивается к ним. Они ждут, что он скажет что-нибудь крутое, как главный герой. Но застенчивый Тота не может произнести ни слова. Они решают похвалить его, потому что он действительно спас им жизнь. Но как только они обнимают его, мозг Тота снова плавится, и он теряет сознание. Девушки спорят, стоит ли его убить, но Сил говорит, что не стоит, потому что Тота был очень крут раньше, и они обязаны ему жизнью. Энн и Гоа тоже соглашаются, а затем Гоа предлагает вернуться в город и познакомиться поближе за десертом. Сил сразу соглашается, потому что любит сладкое, а Энн решает пойти с ними, чтобы понять, враги они или друзья.
Тем временем Гоа просто планирует притвориться их другом и напасть, как только представится шанс. В любом случае, они направляются в город, где решают, как следует представиться друг другу. Сил говорит, что она маг, Энн продолжает притворяться священником, а Гоа говорит, что она танцовщица, которая хочет повеселиться. Теперь очередь Тота, и хотя он хочет быть крутым и беззаботным парнем, он не может много сказать. Он просто бормочет, что защитит их от всех опасностей и с нетерпением ждет совместной работы. А затем Гоа специально обнимает его, чтобы вырубить, и может свободно поговорить с девушками. Они втроем раскрывают свои истинные личности и мотивы, и Гоа говорит, что они должны работать вместе, чтобы победить героя. Энн говорит, что собирается уйти, потому что ей не платят достаточно за косплей и борьбу с конкурентами одновременно. Но это всего лишь маленькая ложь. Она просто забирается на высокое место и достает снайперскую винтовку, чтобы убить Тота, пока он без сознания и без охраны. Но пока она пытается его найти, она замечает девушку, которую продают в рабство. Энн не собирается этого допустить и бросает дымовую шашку, чтобы увести девушку. Она дает ей немного денег и говорит бежать как можно дальше, а затем решает разобраться с работорговцем, который оказывается безголовым монстром. Он говорит Энн, что она заплатит за то, что навредила его бизнесу, но она первой нападает на него и быстро побеждает его своей силой и скоростью. Монстр понимает, что ему грозит опасность, и решает использовать всю свою силу, посылая свои зеленые щупальца, чтобы напасть на нее. Энн легко отрубает его щупальца, но, к ее удивлению, он может их регенерировать и даже управлять отрубленными частями. Она начинает чувствовать себя загнанной в угол, и тогда монстр полностью покрывается щупальцами для защиты. Но тут появляется Тота и одним ударом вырубает его. Энн в шоке и спрашивает Тота, что он здесь делает. Он напоминает ей, что обещал защитить ее, и она внезапно тоже влюбляется в него. Однако Тота вдруг замечает нож в ее руке, и чтобы не объяснять, Энн посылает ему воздушный поцелуй, мгновенно вырубая его. Гоа и Сил наблюдали за этим из-за угла и ругают Энн за то, что она использовала воздушный поцелуй как оружие. Энн злится на них, а затем Сил спрашивает, почему она просто не застрелила монстра издалека. Энн отвечает, что если бы бедная девушка увидела труп у своих ног, это бы ее травмировало, а она не хочет, чтобы кто-то рос с такой травмой. Она заявляет, что изменит этот прогнивший мир, но для этого ей нужны деньги, и она без колебаний убьет Айнона ради этого. Затем она покрывает свой нож магией, чтобы ударить Тота. Но в ее голове всплывает образ того, как он ее спасает, и она перестает зачаровывать нож, и он разбивается при ударе. Она оправдывается, что устала, и Гоа предлагает им снять комнату в гостинице. Она бронирует одну комнату на 4, и Тота теряет сознание, думая, что они будут спать в одной кровати. Энн уходит, потому что она еще не готова к таким вещам, а Сил даже не знает, что взрослые делают в спальне, поэтому она тоже решает уйти. Теперь, когда Гоа осталась одна, она вводит в тело Тота специальное вещество, уверенная, что через 5 минут он станет ее питомцем. Однако, когда она выходит из душа, ничего не происходит, и когда она пытается соблазнить его танцем, он даже не просыпается. Она решает больше не сдерживаться и принимает образ доминатрикс, ударяя Тота хлыстом. Он все еще сопротивляется ее контролю, но Гоа думает, что скоро добьется своего. Она использует один из своих особых навыков, чтобы приказать ему лизать ей ноги, но вместо этого Тота набрасывается на нее и прижимает к кровати. Гоа не привыкла к такому доминированию, и ей это даже начинает нравиться. Но тут Тота приходит в себя и, увидев злодейку, готовую отдаться ему, снова теряет сознание, на этот раз с сильным кровотечением из носа. Гоа зовет Энн и Сил и рассказывает им, что произошло. И девушки решают провести остаток ночи вместе. На следующее утро Гоа просыпается отдохнувшей. Но Энн и Сил уже осуждают ее за то, что она так крепко спала в такой ситуации. Гоа говорит ему успокоиться, потому что в комнате есть еще один Соня. И это герой Тота. Однако Энн проверяет его и обнаруживает, что он потерял сознание из-за кровотечения из носа, вероятно, увидев, что все трое спят беззащитно. Внезапно они вспоминают о своих заданиях и достают оружие, чтобы убить Тота. Но пока они стоят в тупике, он просыпается. Девушки тут же прячут оружие и идут поздороваться с ним, но Тота не выдерживает их близости и снова теряет сознание. В любом случае, когда он просыпается, девушки готовятся к своему первому приключению. Но Тота сомневается, что сможет справиться с 3 красотками, потому что утром он первым потерял сознание. Однако он напоминает себе, что обещал защитить их, и говорит, что сделает все возможное. Энн спрашивает его, куда им идти в первую очередь, но Гоа говорит, что им нужно сначала зарегистрироваться в гильдии искателей приключений. Когда они приходят в гильдию, администратор просит их написать свои имена и имя лидера группы. И Гоа говорит Тота идти первым, потому что он их лидер.
Он в шоке, потому что никогда раньше не был в группе, но все равно соглашается. Администратор заполняет документы и просит их подождать, пока она все обработает. И чтобы показать, насколько он искренен, Тота стучит головой по столу, чтобы поблагодарить ее. Администратор пугается, и у Тота идет кровь, что очень расстраивает девушек. Они вытирают ему кровь и говорят, чтобы он перестал быть таким напряженным. И он извиняется, спрашивая, подходит ли он на роль лидера. Вскоре их группа регистрируется в гильдии, и Тота очень рад видеть лицензию на регистрацию. Гоа говорит ему, что это только начало, и если они достигнут определенного ранга, то получат и карты гильдии. Оказывается, все здесь неграмотны, когда дело доходит до основ приключений. Поэтому Гоа объясняет обычную иерархию рангов искателей приключений от ранга И до ранга С. Она говорит, что сейчас они на ранге И, но если они будут выполнять много заданий, то быстро повысятся. Сил спрашивает, сколько дней им понадобится, чтобы достичь ранга С, и Гоа отвечает, что это непростая ролевая игра, в которой можно быстро повысить ранг. Она говорит, что обычным искателям приключений требуются годы, чтобы достичь хотя бы одного ранга, и Сил приходит в ужас, услышав это. Однако Энн решает посмотреть на доске объявлений задания, и тот-то идет за ней. Внезапно Сил догоняет его и хватает за руку, из-за чего он снова теряет сознание. Энн и Гоа сразу понимают, что это сигнал к приватному разговору, и спрашивают Лоли, чего она хочет. Сил спрашивает их, зачем им беспокоиться о таких вещах, как повышение ранга искателей приключений, когда их цель — убить героя. Две другие девушки соглашаются с ней и решают сразу же убить его, но снова заходят в тупик. Наконец, Энн предлагает, чтобы у каждой из них был один день, чтобы убить Тота, и Сил соглашается, если остальные двое поклянутся не вмешиваться. Гоа тоже соглашается, и на этом 3 девушки решают все с помощью игры в камень-ножницы-бумага. Вскоре после этого Тота просыпается и видит, что рядом с ним сидит Сил, потому что она выиграла игру и получила шанс попробовать первой. Тота чувствует, что ситуация становится неловкой и хочет вести себя как крутой герой, чтобы произвести на нее впечатление, но знает, что у него это не получится. Он не может придумать, что сказать, поэтому просто спрашивает Сил об Энн и Гоа. Она отвечает, что они ушли искать для них задание, а она осталась присматривать за ним. Она говорит, что ей больше не нужно это делать, потому что он проснулся, и Тота благодарит ее. После этого снова наступает неловкое молчание, но затем Сил спрашивает Тота, почему он хочет отправиться в приключение. Она хочет знать, ради денег или славы он это делает, и Тота становится серьезным, когда решает ответить на вопрос искренне. Он говорит ей, что хочет быть уверенным в себе, чтобы вести себя как нормальный человек. Сил шокирована, услышав это, и Тота уточняет, что чувствует себя неуверенно из-за шрама на лице и проблем с общением, но думает, что если убьет повелителя демонов, то сможет уверенно разговаривать с другими. Его слова напоминают Сил о ней самой, потому что у нее тоже не хватало смелости разговаривать с другими демонами, и она хотела выполнить задание, чтобы ее признали взрослой, и она обрела уверенность в себе. Она улыбается и говорит Тота, что он такой же, как она, и что они должны стараться расти вместе. Тота благодарит ее, но затем Сил ухмыляется про себя, думая, что вместо повелителя демонов умрет он. После этого Тота извиняется перед Сил, потому что постоянно теряет сознание и доставляет девушкам неприятности, хотя должен их защищать. Тота вспоминает, как спас ее от дракона-демона, и говорит, что уже хорошо справляется со своей работой. Застенчивый герой не выдерживает, когда его называют хорошим мальчиком, и снова теряет сознание. В этот момент Энн и Гоа возвращаются с заданием, но сначала они дразнят Сил, говоря, что она влюбилась в героя. Она просит их замолчать, а затем спрашивает о задании, которое они принесли. Гоа говорит ей, что задание состоит в том, чтобы проникнуть в пещеру и напасть на то-то там. Сил просит их с Энн пообещать, что они не будут вмешиваться, и они обе соглашаются. Однако Энн дразнит Сил, говоря, что она, возможно, не сможет убить Тота, потому что привязалась к нему. Они обе сразу же готовы подраться, но Гоа снова встает между ними и останавливает их. Вскоре они добираются до пещеры, в которой находится подземелье ранга, и Тота нервничает из-за того, что ему придется войти в совершенно уединенное место с 3 девушками. Сил говорит ему расслабиться, потому что им просто нужно добыть немного железной руды, чтобы выполнить задание, и он нервно идет вперед, говоря девушкам, чтобы они следовали за ним. Идя за ним, Гоа спрашивает Сил, как она собирается напасть на Тота на этот раз, и Энн думает, что она снова вызовет гигантского монстра. Сил отвечает, что в этом нет необходимости, потому что сначала она хочет посмотреть, насколько силен герой. В этот момент с крыши падает куча слизней, и Тота мгновенно расправляется с ними. Однако Сил говорит девушкам, что он использовал только удары, чтобы победить слизней, и даже когда он убил дракона, он тоже бил его кулаками. Она думает, что поскольку Тота полагается только на свои кулаки,
Они могут воспользоваться этим и сразиться с ним с помощью монстра, устойчивого к физическому урону. Она говорит, что слизни довольно устойчивы к физическому урону, и хотя Тота легко победил маленьких, он определенно будет бороться с большим и сильным слизнем. Энн спрашивает ее, как она найдет такого сильного слизня в этом подземелье, и Сил отвечает, что она его создаст. Она использует свою магию, чтобы объединить побежденных слизней в одного гигантского слизня-императора. Тота паникует, потому что не почувствовал в пещере сильных монстров. Он решает быстро с ним разобраться и бросается вперед, чтобы ударить его. Но слизень не только блокирует физический урон от удара, но и прилипает к руке Тота, не давая ему освободиться. Сил рассчитывала на это, и чтобы поддержать образ заботливого товарища по команде, просит Тота быть осторожным, потому что слизень может проглотить его целиком и переварить заживо. Тота благодарит ее за совет и решает изменить свою стратегию. Он поднимает слизни и с огромной скоростью размахивает им, а затем швыряет в стену, но слизень отлетает обратно к нему. Теперь Тота полностью в ловушке слизней, прижат к стене, не в силах пошевелиться. Гигантский слизень приближается к нему, и Сил уверена, что ей удастся выполнить задание, но затем Тота делает то, чего никто не ожидал. Он громко кричит слизню, чтобы тот отпустил его, и его крик обладает достаточной силой, чтобы полностью уничтожить слизни. Увидев, что ее план провалился, Сил теряет всякую уверенность и отказывается от дальнейших попыток напасть на Тота. Гоа утешает ее и говорит, что, поскольку слизней больше нет, они должны быстро добыть железную руду. Они идут вглубь шахты в поисках железной руды, и Энн удается найти несколько кусков. Она говорит, что им нужно что-то, чтобы их выкопать, но Тота говорит ей отойти в сторону, потому что у него есть лучший инструмент для любой работы. Он пробивает стену и голыми руками выкапывает железную руду, шокируя девушек еще больше. Они продолжают собирать железную руду весь день, и когда они возвращаются к кузнецу, который дал им задание, у них уже огромный мешок, полный железной руды. Кузнец впечатлен их добычей и говорит, что всегда дает это задание новичкам, чтобы посмотреть, насколько они умелые и сильные. Он говорит, что Тота может стать новым рекордсменом по добыче железной руды за день, и говорит ему продолжать в том же духе, потому что у него большое будущее. После этого они возвращаются в гостиницу, и девушки спрашивают Тота, как он стал таким сильным. Он нервно отвечает, что просто много тренируется. И это действительно шокирует девушек. В этот момент в магазин заходит другой искатель приключений и начинает оскорблять Тота только потому, что тот добыл больше железной руды, чем он. Он говорит девушкам, чтобы они оставили неудачника Е-ранга и пошли к нему, потому что он искатель приключений Д-ранга. Но они смотрят на него с таким презрением, какого он никогда не видел, и он тут же убегает. Гоа говорит Тота, чтобы он не обращал внимания на неудачника, потому что они скоро его догонят, но он чувствует, что парень был прав, потому что даже сегодня он боролся со слизнями, которые являются самыми слабыми монстрами. Он думает, что если бы 3 девушки не выбрали его, он бы до сих пор был бесполезным неудачником, поэтому он клянется стать еще сильнее, чтобы защитить их и победить короля демонов. Вскоре группа отправляется в соседний город, и пока Тота и Сил обсуждают, что он меньше, чем предыдущий город, в котором они останавливались, Гоа и Энн не терпится убить Тота. Они снова решают сыграть в камень-ножницы-бумага, чтобы определить, кому сегодня выпадет шанс, а ничего не подозревающий Тота думает, что они стали очень хорошими друзьями. В итоге Гоа выигрывает и получает возможность провести время с Тота наедине. Весь город смотрит на нее как на девственника, который никогда раньше не видел настоящую женщину. Однако Тота не понимает, где Сил и Энн. Гоа отвечает, что у них были дела, а затем дразнит Тота, спрашивая, не нравится ли ему быть с ней наедине. Несмотря на то, что Тота очень нервничает, на этот раз он не падает в обморок, и Гоа говорит, что раз они одни, то должны перекусить. Тота тут же начинает спрашивать, не свидание ли это, но тут же отбрасывает эту мысль, считая, что он просто телохранитель Гоа. Он решает показать ей, насколько он надежен, но Гоа хватает его за руку и говорит, что она очень рада их свиданию, и этого достаточно, чтобы он потерял самообладание. Сил и Энн наблюдают за этим издалека и знают, что Гоа на самом деле не собирается убивать героя, так что они могут быть спокойны. Сил говорит, что раз у них есть свободное время, они должны попробовать всю еду в городе, и просит Энн составить ей компанию. Тем временем Гоа ведет Тота в бар, где подливает ему алкоголь, пока он не видит. Она уговаривает его выпить все и начинает смотреть на него, ожидая, когда подействует наркотик. Однако Тота думает, что она хочет, чтобы он сказал что-нибудь вроде того, что она выбрала для него потрясающий напиток. В мыслях Тота агрессивно флиртует с Гоа, но не может ничего сказать вслух. Гоа думает, что это доказательство того, что ее наркотик на него не подействовал, поэтому она тут же усиливает игру, добавляя в шашлык лекарства, которые могут вызвать паранойю. Однако даже они ничего не делают с Тота, кроме того, что заставляют его скорчить жуткую гримасу.
Затем она кормит его бутербродом с лекарствами, которые могут заставить человека спать целую неделю. Но Тота лишь угрожающе улыбается и говорит, что это вкусно. Вскоре после этого Гоа начинает дуться, потому что ее специальные лекарства не подействовали на Тота. Она чувствует, что находится в невыгодном положении, потому что даже ее навыки соблазнения не сработали на нем в прошлом. В этот момент Тота приходит с чаем, и Гоа решает больше не церемониться. Она спрашивает его, любит ли он ее, и Тота изо всех сил старается не упасть в обморок. Он спрашивает Гоа, что она имеет в виду, и она использует на нем свои навыки, говоря, чтобы он стал ее собакой и поклялся ей в верности. Тота ошеломлен этим, но сопротивляется ее навыкам, говоря, что не может стать ее собакой. Гоа чувствует себя разбитой, услышав это, и падает на скамейку, слезы текут по ее щекам. Она умоляет Тота не ненавидеть ее, и он паникует, не зная, как ей все объяснить. Он быстро снимает перчатку и кусает себя за руку, чтобы боль не дала ему потерять сознание. Затем он говорит Гоа, что не сможет защитить ее, если станет ее собакой. А защита ее силы НН — главная цель его жизни прямо сейчас. Гоа тронута, услышав это, и вытирает слезы благодаря Тота. Однако он уже на пределе, и эти слова заставляют его потерять сознание. Гоа не может поверить, что он так сильно укусил себя, чтобы не потерять сознание ради нее, и она снова благодарит его. Вскоре после этого Тота приходит в себя, и Гоа говорит ему, что им нужно поторопиться и встретиться с друзьями. Внезапно он замечает повязку с цветком на своей раненой руке, и Гоа говорит ему, что это ее способ поблагодарить его. Она подмигивает ему, просит сохранить это в секрете, и этого достаточно, чтобы Тота снова потерял сознание. В любом случае, они вскоре добираются до места, где их ждут Сил и НН. Сил тут же рассказывает Тота о кондитерской неподалеку, которая очень популярна, и она хочет купить что-нибудь, пока все не раскупили. Тота решает пойти с ней, а Н тем временем спрашивает Гоа, не провалилась ли она тоже. Гоа подтверждает, но добавляет, что ей было весело, а затем подбегает кто-то и говорит, что им нужно поскорее найти гостиницу, чтобы они могли жить в одной комнате. Тота снова теряет сознание, услышав это, а Н и Сил начинают подозревать, что Гоа стала подозрительно близка с ним. Позже, когда девушки остаются одни в комнате, Н заявляет, что теперь ее очередь. Сил говорит, что они должны каждый день играть в камень, ножницы, бумага, но Н отказывается, говоря, что у нее еще не было шанса, так что будет справедливо, если она пойдет следующей. Гоа соглашается и говорит, что с этого момента они должны следовать этому порядку, но Н говорит ей, что в этом нет необходимости, потому что она обязательно убьет Тота. Однако ни Гоа, ни Сил ей не верят и уходят готовиться к следующей попытке. На следующий день Сил и Гоа решают еще немного погулять по городу, а Н берет Тота на поиски трав в лесу. Как всегда, Тота интересуется двумя другими, и Н отвечает, что у них обоих болит живот, потому что они вчера слишком много съели. Она говорит, что травы, которые они сегодня соберут, помогают от боли в животе, так что они могут взять немного и для себя. Тота говорит ей, что сделает все возможное, чтобы быстро закончить задание, и сразу после этого настроение становится неловким. Энн оказывается такой же неловкой в разговоре, как и Тота. И они оба нервно думают, что сказать дальше. Тем временем Гоа и Сил наслаждаются вкусным мороженым, но Гоа напряженно ждет, когда подействует наркотик. Однако Сил говорит ей не надеяться, потому что она использует магию, чтобы защитить ее от всех негативных последствий. Гоа дразнит ее, говоря, что Сил не сможет использовать ту же магию, чтобы защитить себя от ее навыков, но тут появляется грубый мужчина и говорит им заткнуться, потому что его банда на самом деле грабит это место. Вернувшись в лес, Энн чувствует желание закурить, но не может этого сделать, пока играет роль священника. Внезапно Тота использует старый добрый способ завязать разговор и спрашивает ее о хобби, и Энн по привычке отвечает, что ей нравятся деньги и алкоголь. Она паникует, потому что случайно выпалила правду, но тут же прикрывается, говоря, что это была шутка. Затем она спрашивает Тота о его хобби, и он начинает нервничать, потому что не хочет признаваться, что спортзал — это вся его жизнь. Между ними снова повисает неловкое молчание. И на этот раз Энн решает спросить Тота о шраме на его лице, и он внезапно останавливается. Вернувшись в город, ни Гоа, ни Сил не обращают внимания на ограбление и просто говорят о том, что мир катится к чертям. Бандиты злятся на их беспечное поведение. Но их главарь Арк решает показать девушкам, какой он страшный. Он говорит девушкам, что они, должно быть, уже слышали его имя, потому что раньше он был авантюристом Би-ранга, прежде чем стал бандитом. Но его самолюбие задето, когда они называют его никем. Зарк злится и нападает на Сил серпом, но она небрежно блокирует атаку своим магическим барьером. Она холодно спрашивает его, знает ли он, на кого сейчас напал. И хотя он чувствует страх, Зарк снова нападает на нее.
на этот раз целясь в стол. Сил и Гоа тут же убегают, и Сил заявляет, что победит бандита. Гоа просит ее взять его живым, потому что за его голову, вероятно, назначена награда. Для Сил не составит труда полностью победить главаря бандитов, не причинив ему вреда. А тем временем Гоа превращает всех его приспешников в своих питомцев. С другой стороны, Энн решает забрать свой вопрос обратно, думая, что он смутил Тота, но он говорит ей, что все в порядке. Он рассказывает, что получил этот шрам во время нападения монстра. Он утверждает, что потерял свой дом, свою семью и даже уверенность в себе во время нападения монстра, и Энн спрашивает, хочет ли он отомстить. Тота отвечает, что ему плевать на месть, но он хочет уверенности, чтобы жить нормальной жизнью и верить, что он все еще ценен как человек. Вскоре они добираются до места назначения, и пока Тота собирает травы, Энн думает о том, что история Тота о потере всего ничего для нее не значит, потому что у нее изначально ничего не было. Она решает не щадить его и внезапно дышит ему в ухо, отчего он теряет сознание. Затем она создает бомбу особого уровня, используя свой навык, который создает взрыв в зависимости от силы цели. Она прикрепляет бомбу к телу Тота, наблюдая, как она постепенно увеличивается в размерах. Вернувшись в ресторан, персонал благодарит силы Гоа за спасение, и Гоа говорит им, что они могут сдать бандитов в гильдию и использовать награду, чтобы отремонтировать свое заведение. Персонал очень благодарен и предлагает угостить их ужином бесплатно вечером. Но Сил напоминает Гоа, что они не хотят, чтобы Тота узнал об их истинной силе. Она соглашается с ней и тут же достает специальные духи, которые заставляют всех забыть о битве с бандитами. Сил очень впечатлена, потому что даже магия не может так эффективно стирать воспоминания, и она решает изучить основы изготовления лекарств. Тем временем в лесу бомба на теле Тота становится гигантской, и она в ужасе, потому что даже если она побежит, то не сможет избежать радиуса взрыва. Поэтому она решает отрезать бомбу от тела Тота, одновременно разбудив его. Она говорит ему бросить бомбу как можно дальше, и он делает это, не теряя ни секунды. Бомба улетает далеко и взрывается, высвобождая огромное количество энергии. Когда взрыв заканчивается, Энн открывает глаза и видит, что Тота защитил ее от взрыва, который разрушил половину горы. Она приходит в ужас, понимая, что поскольку Тота даже не пострадал от взрыва, это значит, что бомба стала бы еще больше, если бы она просто оставила ее. Однако она также благодарна, потому что избежала верной смерти благодаря Тота. Она благодарит его, позволяя своей настоящей личности проявиться, и Тота снова теряет сознание. Вскоре после этого группа Тота отправляется на новые задания, и их текущая миссия — победить кучу гоблинов. Тота, как всегда, сражается на передовой, а Энн поддерживает его своими навыками. Гоа также ослабляет монстров с помощью своих зелий, а затем Сил добивает оставшихся мощной атакой по площади. Выполнив задание, они возвращаются в гильдию, где администратор поздравляет их, потому что теперь их группа имеет право сдать экзамен на повышение до Ди-ранга. Никто, кроме Гоа, не знает, что это такое, поэтому она объясняет, что им нужно пройти тест, чтобы повысить свой ранг и получать более сложные задания. Администратор говорит им, что их испытание — покорить подземелье, и в ходе испытания будет проверена их командная работа, что вызывает у всех панику. Вскоре они добираются до подземелья, где охранник говорит Тота, что ему нужно добраться до самого нижнего этажа подземелья со своей группой и принести доказательства, чтобы пройти испытание. Энн спрашивает, насколько глубоко подземелье, но охранник отказывается отвечать, потому что это не будет испытанием, если он им поможет. Гоа говорит, что это не имеет значения, потому что они очень близки друг к другу, и пройти испытание для них не составит труда. Три девушки начинают изображать эмоции, чтобы показать охраннику, как хорошо они ладят друг с другом, но как только Тота входит в подземелье, на их лицах появляется злая улыбка, потому что они планируют напасть на него внутри. За день до начала миссии три девушки-убийцы созвали собрание, чтобы обсудить свою стратегию, и сразу же дали понять, что не будут помогать им пройти подземелье, потому что не видят смысла в повышении до Ди-ранга. Однако Гоа сказала ей, что с Ди-рангом они откроют новые задания, а значит новые места для засады на Тота. Энн это не убедила, и даже Сил с ней согласна, но Гоа говорит им, что они все равно должны пройти испытания на повышение. Они соглашаются с ней и заключают перемирие до окончания испытания, но внутри все трое планируют проигнорировать приказ о нападении и устроить засаду на Тота в подземелье. Вернемся к настоящему. Группа пытается найти путь на следующий этаж подземелья. Тота замечает дверь с жутким медным лицом в центре и табличку рядом с ней с инструкциями. Гоа подходит, чтобы прочитать их, потому что она единственная грамотная в группе. Она обнаруживает, что дверь можно открыть, дав ей ману, а затем она откроется, если дать ей выносливость. Остальные даже не понимают, что это значит, и Гоа говорит, что это значит, что герой должен работать с магом, чтобы открыть дверь. Сил тут же кладет руку в рот жуткой фигуре, и та поглощает ее ману.
Она понимает, что теория Гоа была верна, и теперь То-то нужно дать ей немного выносливости, чтобы открыть дверь. Он тоже кладет руку в рот, и внезапно огромная часть его выносливости поглощается. Дверь открывается, и они углубляются в подземелье. Но То-то беспокоится о Сил, думая, что дверь поглотила ее ману. Однако оказывается, что Сил изменила магическое заклинание на двери так, чтобы оно забирало большую часть выносливости То-то. Она решает прикончить его прямо сейчас, потому что он очень слаб, но тут Энн из ниоткуда применяет базовую исцеляющую магию кто-то. Сил чуть не падает в обморок, увидев это, но Гоа говорит ей успокоиться. Она напоминает ей, что сегодня они договорились о перемирии, и если кто-то попытается убить То-то, остальные могут помешать ее планам. Вскоре они добираются до следующего испытания, где им нужно пройти через комнату, полную огня, и Энн решает бросить туда бомбу, чтобы усилить пламя. Однако Сил быстро гасит пламя с помощью магии ветра, разрушая ее планы. Следующее испытание — это комната, покрытая туманом, который полностью закрывает обзор, и пока То-то ищет выход. Гойер выпускает специальный парфюм, который вызывает у остальных галлюцинации и заставляет их драться друг с другом. Однако это не срабатывает, и Гоа в шоке, потому что она ожидала, что это подействует хотя бы на Сил и Энн. Сил отвечает, что она использует магию, чтобы защититься от негативных эффектов, а Энн утверждает, что у нее выработался иммунитет к ее токсинам, потому что она использует их так часто. Тут возвращается То-то, найдя выход, и Гоа даже не может выругаться на двух девушек. Они продолжают свой путь, и все три девушки решают сначала разобраться друг с другом, прежде чем нападать на То-то. Но прежде чем они успевают что-то сделать, они попадают в следующее испытание — пустую комнату с 3 дверями. Энн сразу же выбирает дверь, ведущую в сокровищницу, и говорит То-то, что они должны получить деньги вместе с доказательством. Сил насмехается над ней, называя ее охотницей за деньгами, и просит То-то пойти с ней в комнату славы. Гоа говорит им обоим отказаться от своих планов и вместо этого присоединиться к ней в комнате удовольствий, чтобы они могли повеселиться вместе. 3 девушки просят То-то выбрать их, и он не знает, что делать. Он не понимает, почему они вдруг стали так враждебны друг к другу, ведь всего несколько минут назад они вели себя как лучшие подруги. Затем 3 девушки перестают уговаривать его и решают драться друг с другом, используя испытания в подземелье как предлог. То-то хочет остановить их, чтобы они быстрее добрались до самого нижнего уровня подземелья, но тут ему в голову приходит идея. Вместо того, чтобы выбрать одну из дверей, он просто бьет кулаком по земле, и она проваливается. Вся группа падает в яму на открытое пространство с толстыми корнями деревьев, которые смягчают падение. Девушки не понимают, что происходит, и То-то говорит им, что он подумал, что самый простой способ спуститься на этаж ниже — это пройти через землю. Тут появляется старый мастер боевых искусств и аплодирует им за то, что они сделали правильный выбор и быстро добрались до самого нижнего этажа подземелья. Он представляется как молниеносные ноги Барроу и объявляет, что будет их экзаменатором на настоящем испытании. Он говорит группе, что для прохождения испытания им нужно нанести ему всего 1 удар. Затем он внезапно начинает пристально смотреть на девушек и говорит То-то, что ему повезло иметь гарем из таких прекрасных сучек. Девушки обижаются на это и решают убить его. Но тут То-то выходит вперед и говорит, что он один сразится с Берой, потому что до сих пор был бесполезен. Натара из долларового магазина называет его храбрым и глупым за то, что он осмелился сразиться с ним один, и внезапно бросается на него. Он бьет То-то со всей силы, но тот легко блокирует удар и отвечает ударом. Бара легко уклоняется от мощного удара и решает еще немного проверить навыки То-то. Он спрыгивает с крыши и наносит сокрушительный удар по шее То-то, а затем еще одну мощную атаку. Но То-то не пострадал. Он снова наносит удар, и Бара уклоняется от него за миллисекунду до того, как удар пробивает пол перед ним. Он впечатлен силой То-то. И в то же время девушки тоже впечатлены скоростью старика. Внезапно Гоа приходит в голову идея, и она рассказывает о ней 2 другим. Они тут же встают и говорят То-то, что не могут позволить ему сражаться одному. И они будут поддерживать его, как только смогут. Они накладывают мощные бафы и посылают их вперед, но вместо То-то они нацеливаются на Веру, чтобы он стал еще сильнее и победил героя за них. Однако задница То-то думает, что девушки наложили на него свои чары. Тем временем Бера внезапно чувствует себя сильнее, чем в расцвете сил, и бросается на То-то, надеясь победить его следующей атакой. Однако он теряет бдительность, пытаясь нанести решающий удар, и То-то просто сбивает его с ног одним ударом. Девушки разочарованы тем, что еще один их план провалился, когда Сил замечает, что за ними кто-то наблюдает. Она оборачивается, но таинственный преследователь внезапно исчезает. Вскоре после этого они возвращаются на поверхность, и охранник вручает То-то сертификат о прохождении экзамена на повышение до ранга D. Девушки начинают вести себя так, будто все это благодаря их командной работе и крепкой дружбе, но это напоминает То-то о том, как они собирались подраться раньше.
Он говорит, что очень волновался, когда увидел, как они дерутся друг с другом. И девушки быстро придумывают историю о странном заклинании в комнате, которое заставило их драться друг с другом. Они благодарят Тото за то, что он сломал пол до того, как заклинание сработало, и он легко верит их истории. Они идут домой, и девушки перестают притворяться друзьями, как только Тото поворачивается к ним спиной. Им не терпится снова подраться, но тут у Тото урчит в животе, и он признается, что проголодался после испытания. Гоа предлагает устроить вечеринку в честь повышения, и там они смогут есть и пить сколько угодно. Вскоре они добираются до гостиницы и начинают праздновать, и через час Энн уже совсем пьяна. Она прижимается к Сил, говоря, что всегда хотела такую милую сестренку, как она, и Сил сдерживает желание взорвать ее с помощью магии. С другой стороны, Гоа флиртует с Тото, говоря ему, чтобы он пришел к ней в комнату позже, не понимая, что он слишком много выпил и уже без сознания. Сил первая замечает это и хочет уже закончить вечеринку. Энн предлагает ей выпить, но она отказывается, потому что не любит горький вкус. Тогда Гоа дает ей коктейль, приготовленный из местных сладостей. Сил не может отказаться и через час тоже напивается. Она прижимается к Энн, называя ее старшей сестрой, а потом забирается на плечи Тото, чтобы поиграть. Гоа, с другой стороны, все еще самая трезвая и достает шприц, говоря, что им пора драться. Энн и Сил злятся, что она пытается напасть на них, когда они уязвимы. Но потом Гоа меняет планы, говоря, что ей слишком весело, и она не хочет портить веселье дракой. Девушки признаются, что у них нет настоящих друзей, и такие вечеринки для них в новинку. Они ссорятся и мирятся, пока Тото без сознания, но через пару часов они трезвеют и будут его, потому что пора идти домой. Позже, той же ночью, когда все спят, Сил не спит, потому что чувствует, что преследователь рядом. Она говорит преследователю выйти, потому что сейчас ее никто не заметит. И тут к окну подходит один из элитных охранников короля демонов и приветствует Сил. Сил до сих пор помнит те дни, когда Хэппи унижал ее перед другими демонами во имя тренировки. Но теперь, когда они встречаются, Хэппи ведет себя так, будто действительно любит Сил, и она не притворяется. Сил знает, что, несмотря на то, что Хэппи заботится о ней вне занятий, он становится самым строгим учителем в королевстве демонов, когда начинаются занятия. Но если она здесь, это может означать только одно. Хэппи подтверждает это, говоря, что она здесь, чтобы забрать ее. Потому что, если она не закончила свою миссию даже через месяц, это значит, что она не готова к внешнему миру. Она говорит Сил, что им нужно вернуться в подвал замка повелителя демонов, чтобы снова тренироваться. Сил приходит в ужас, услышав это, и Хэппи решает дать ей еще один день из жалости, намереваясь внимательно понаблюдать за ее боевыми навыками в реальной жизни. Она улетает, и Сил убеждает себя, что все это время сдерживалась, потому что хотела насладиться свободой. Но завтра она точно убьет Тото. На следующее утро Тото падает в обморок, как только видит обнаженный живот Энн, и это шокирует ее, потому что он спокойно смотрел на Гоа весь день, когда она была практически в деловом костюме. Пока они спорят о том, какая одежда уместна, они вдруг замечают, что Сил к ним не присоединяется. Они спрашивают ее, все ли в порядке, и Сил решает признаться им. Она говорит, что вчерашняя вечеринка была веселой, но это не меняет того факта, что они враги с одной целью. Она заявляет, что убьет Тото любой ценой и без колебаний убьет двух других девушек, если они встанут у нее на пути. Гоа и Сил принимают ее вызов, но тут Тото просыпается. Девушки смущаются, боясь, что он мог услышать их разговор, но Энн сразу же спрашивает его о планах на сегодня. Тото еще даже не успел подумать о планах на день, поэтому не знает, что сказать, и тут вмешивается Гоа, говоря, что они могут брать более сложные задания, потому что теперь они авантюристы Диранга. Она говорит, что они могут отправиться в подземелье и сражаться с могущественными монстрами, но вдруг цепляется за Энн, утверждая, что им нужно пройтись по магазинам. Она просит Тото взять легкое задание, потому что сегодня пойдут только они с Сил. После этого Энн отвлекает Тото, спрашивая, не нужно ли ему что-нибудь на рынке. А Сил спрашивает Гоа, уверена ли она, что дает ей такую большую возможность. Гоа отвечает, что не думает, что Сил сможет убить Тото, но обещает поддержать ее, если она это сделает. Вскоре после этого Сил и Тото добираются до подземелья Диранга, в котором обитают только крысы-монстры. Она быстро заводит Тото в подземелье, и через пару минут на них нападает первая крыса-монстр. Тото тут же отбивается от нее и говорит Сил, что ему не составит труда защитить ее. Она смущается, услышав это, и идет вперед, говоря, что выбрала это подземелье, потому что оно было легким. Пока они идут вперед, она думает про себя, что у Тото невероятно высокие показатели защиты, но до сих пор они видели, как он выдерживает только физический урон.
Она считает, что он не сможет справиться с магическими ловушками, и именно так она сможет победить его. В этот момент Тота наступает на плитку-ловушку, и на них падает огромный бетонный блок с шипами. Но Тота ловит его одной рукой и отбрасывает в сторону, говоря Сил, что теперь он будет осторожнее. Она не удивлена этим и надеется, что Тота продолжит попадать в ловушки, потому что в этом подземелье есть не только физические, но и магические ловушки. Вскоре они добираются до следующей комнаты, и Тота замирает, увидев перед собой тотемный столб. Сил объясняет ему, что тотем работает как замок на двери, и им нужно выполнить его условия, чтобы попасть на следующий этаж. Она говорит Тота, что тотем даст ему условия, как только он прикоснется к нему, и он думает, что это то же самое, что и лицо статуи в предыдущей миссии. Сил говорит ему, что сначала она проанализирует тотем и быстро обнаруживает, что он снижает защиту на 10%. Она использует свою силу, чтобы увеличить это число до 90, а затем говорит Тота, что тотем снизит защиту одного человека всего на 10%. Он с радостью соглашается, потому что хочет защитить ее. И когда он прикасается к тотему, тот поглощает 90% его защиты. Он начинает чувствовать тяжесть, и Сил рада, что ее план сработал. В этот момент дверь перед ними открывается, и она замечает, что гнездо крыс-монстров должно быть прямо за ней. Они заходят внутрь, но Сил вдруг останавливается, потому что замечает, что Хэппи наблюдает за ней. Она нервничает и решает больше ни на что не полагаться, чтобы убить Тота. Она внезапно зовет его по имени и слегка приподнимает юбку, когда он оборачивается. Тота тут же теряет сознание, и Сил готовится к атаке, думая, как она выдержит все адские тренировки Хэппи. Но чего она больше не может вынести, так это насмешек других демонов в замке. Они всегда смеялись над ней за то, что она бездарна, несмотря на то, что она наследница повелителя демонов, и она хочет доказать им, что они ошибаются, убив героя. Затем Сил заканчивает произносить заклинание и призывает огромную демоническую косу. Она наносит удар Тота и ранит его. Она довольна, что ее стратегия сработала, и думает, что сможет убить его следующим ударом. Но затем воспоминания о счастливом времени с отрядом заставляют ее колебаться. Она отгоняет эти воспоминания и снова поднимает косу, но когда замахивается, то вместо Тота попадает по крысе, которая пыталась напасть на него сзади. Затем она будит его и говорит, чтобы он был осторожнее, потому что его только что ранила крыса. Она даже исцеляет его и начинает думать, почему она не смогла ударить его дважды, когда у нее был шанс. Тота извиняется перед ней за свою беспомощность, но вдруг наносит ей удар. Сил паникует, думая, что он догадался о ее истинных намерениях, но оказывается, что он просто хотел убить крысу, которая напала на нее сзади. В этот момент на них со всех сторон набрасываются крысы, и Сил говорит Тота, чтобы он прикрывал ее спину. Но он говорит ей, что на этот раз обязательно защитит ее, и она очень этому рада. Вскоре после этого они возвращаются в гостиницу, и Энн с Гоа в шоке видят, что Тота ранен. Он рассказывает им, насколько опасны были крысы, и Гоа тут же начинает обрабатывать его раны, чтобы предотвратить заражение. Тем временем Энн спрашивает Сил, почему она не добила Тота после такой раны, и та отвечает, что у нее закончились силы. Энн полностью верит в ее ложь и насмехается над ней за то, что она не ест достаточно белка, а затем Гоа зовет ее, чтобы она закончила лечить Тота. Когда Энн подходит к нему, Сил начинает думать, почему ей так нравится быть с ними. Ночью она идет к Хэппи, который недоволен тем, что она исцелила героя, а не убила его. Она говорит, что это можно расценить как предательство повелителя демонов, и спрашивает Сил, есть ли у нее оправдание. Сил отвечает, что признает, что виновата в том, что колебалась в решающий момент и готова принять любое наказание за это. Хэппи поражен ее зрелыми словами, и она вдруг заявляет, что может продолжать свое путешествие, ничего не меняя. Сил потрясена этим и спрашивает, почему она отпускает ее, хотя она провалила задание. Хэппи объясняет, что она была здесь только для того, чтобы проверить, готова ли она быть независимой. И скорость и сила ее заклинания темной магии были достаточными, чтобы получить проходной балл. Она добавляет, что Сил также проявляла много эмоций, общаясь с членами своего отряда, и это признак эмоциональной зрелости. Она рада, что Сил повзрослела, поэтому она разрешает ей продолжить путешествие. Затем Хэппи вдруг замечает, что Сил тоже любит героя, и, будучи фанаткой романтики, тут же начинает их сводить. Сил смущается, и, подразнив ее, Хэппи улетает. Думая о том, как сильно она изменилась, Сил раньше была одиночкой, которая всех ненавидела, но теперь у нее есть люди, с которыми она может быть счастлива. На следующее утро поведение Сил приходит в норму, и Энн с Гоа спрашивают ее, почему она вчера так странно себя вела. Гоа замечает, что даже Тота беспокоился о том, что она вчера была расстроена. Они оба говорят Сил, что рады, что она снова в порядке, а затем Гоа будет Тота и говорит ему, что Сил уже лучше.
Затем Энн спрашивает о сегодняшнем задании, и Гоа говорит, что они должны отправиться в долгую экспедицию, где будут ночевать под открытым небом. Тота готов взорваться от этой мысли, и Гоа не нравится, что он сопротивляется. Поэтому он бьет его обратным ударом Педро Паскаля, от которого тот теряет сознание. На следующий день Тота и его отряд готовятся к своей первой экспедиции, и Гоа больше всех взволнован. Тота спрашивает ее, подготовились ли они к экспедиции, и она уверяет его, что позаботилась обо всем, от палаток до спальных мешков. Она уже собрала вещи, и Тота тут же надевает их на спину. Тем временем Энн спрашивает Гоа, куда они направляются. Она отвечает, что их цель — пограничная деревня под названием Энни, которая находится на небольшом расстоянии от их города и, следовательно, идеально подходит для их первой экспедиции. Сил радуется, услышав это, потому что для нее это настоящее приключение, но Энн хочет знать, какова их цель. Гоа говорит ей, что она выбрала это место специально, потому что хотела достаточно долгое путешествие, но задание тоже неплохое. Она вдруг достает огромный деревянный ящик и объясняет, что их задача — доставить его в деревню в целости и сохранности. Ящик очень тяжелый, и никто не хотел браться за это задание. Но из-за этого награда за его выполнение тоже будет хорошей. Все рады услышать эти условия, и Тота поднимает ящик, как будто это самый легкий вес в спортзале. Отряд готовится к отъезду, не подозревая, что кто-то наблюдает за ними со злыми намерениями. По дороге Сил вдруг огрызается на Тота, говоря ему, что лучше бы он не падал в обморок, потому что когда он падает в обморок, ей приходится нести его с помощью своей магии. На этот раз у них еще и тяжелый багаж, и она не собирается нести их обоих сразу, потому что это очень быстро истощит ее ману. Тота извиняется, потому что не знал, что Сил все это время несла его. Он обещает не падать в обморок, но тут порыв ветра заставляет Сил вспомнить Мэрилин Монро, и у Тота тут же сносит крышу. Сил разочарована в нем, но она слишком увлечена приключением, поэтому берет его и багаж и идет вперед. На следующий день она жалуется, что вчера они не смогли пройти большое расстояние, и Тота извиняется за это. Сил и Гоа начинают с ним разговаривать, но Энн едва сдерживается, чтобы не закурить. Тота спрашивает ее, не устала ли она, и она отвечает, что все в порядке, но тут же подается своим желанием и обнимает его за руку, говоря, что ей нужна поддержка сильного мужчины. Тота тут же падает в обморок, и Энн с радостью уходит покурить. Это повторяется снова и снова, и в конце дня они проходят совсем немного. Тота чувствует себя виноватым, и Гоа пытается его утешить, но Сил это не волнует. Она заботится только о том, чтобы идеально поджарить зефир, и Гоа рада видеть, что их отряд веселится, хотя они и не продвигаются в своем задании. Позже, пока все спят, Гоа присматривает за багажом. Внезапно появляется бандит, и Гоа очень рада с ним встретиться. Он говорит ей отдать багаж, иначе он продаст девушек извращенцу-торговцу, и хотя ей нравится эта идея, она не собирается отпускать Энн или Сил. Она говорит бандиту, что он может забрать багаж, но только если сможет его нести. И он использует навык, который дает ему такую же силу, как 5 лет тренировок в спортзале и прием стероидов. Даже с этим он с трудом поднимает ящик, и Гоа насмехается над ним, чтобы он постарался сильнее. Он говорит ей заткнуться, но вдруг у него темнеет в глазах, и он падает на землю. Гоа подходит к нему и говорит, что она покрыла ящик мощным галлюциногеном, но, конечно, на Тота это не подействовало, и даже девушки приняли меры предосторожности. Это настоящая причина, по которой Гоа не хочет, чтобы кто-то ушел от нее, потому что превратить их в своих игрушек — ее главная цель на данный момент. На следующее утро, когда Гоа будет Тота, он паникует, понимая, что проспал свою смену. Она говорит ему, что это не проблема, и он спрашивает, что случилось. Гоа отвечает, что ничего не случилось, скрывая бандита, который полностью превратился в ее раба. Позже они продолжают свой путь, и Гоа говорит им, что как только они пересекут лес, они будут на месте. Внезапно у Тота громко урчит в животе, и все решают сделать перерыв на обед. Однако Энн напоминает им, что у них заканчиваются припасы, а значит, им нужно самим что-нибудь поймать. Гоа тут же говорит, что устала, потому что не спала всю ночь, и Энн присоединяется к ней, говоря, что как священник она не может отнимать жизнь. Остаются только Сил и Тота, и Гоа дает Сил удочку, прося ее поймать что-нибудь хорошее. Сил очень радуется, услышав это, но старается не показывать свою радость перед девушками. Когда они с Тота подходят к ближайшему пруду, чтобы поймать рыбу, она начинает радостно напевать себе под нос, и Тота замечает, что она, похоже, наслаждается рыбалкой. Она пытается скрыть это от него, а потом вспоминает, что ее главная цель — убить героя. Она решает попробовать порыбачить, но вскоре понимает, что это ужасно скучное занятие, если ничего не поймаешь.
Она закатывает истерику, требуя вернуть ей азарт, и тот решает подбодрить ее, нырнув в пруд и что-нибудь поймав. Сил говорит ему, что она наложит на него заклинание, чтобы он стал тяжелее и мог нырнуть глубже, и то-то нравится эта идея. Он не знает, что она собирается утопить его на дне пруда. Затем он снимает рубашку, почти заставляя Сил подражать его самой заметной черте характера, и ныряет в пруд. Она накладывает на него мощное гравитационное заклинание, надеясь, что он никогда не вынырнет на поверхность. То-то тоже использует увеличенный вес, погружаясь в неизведанные глубины озера и находя там глубоководное существо. Он ловит его и выныривает на поверхность, пугая Сил, потому что она не ожидала, что он так легко вынырнет, несмотря на ее заклинание. То-то прыгает обратно к ней и показывает ей огромную рыбу, но она говорит ему, что это чудовище, и они не могут ее съесть. То-то невежественный качок никогда об этом не знал, но потом Сил вспоминает еще кое-что об этом чудовище. Она предупреждает То-то, чтобы он держался подальше от чудовища, но уже слишком поздно, потому что оно брызгает на них черными чернилами и падает обратно в озеро. Сил злится, но увидев То-то, покрытого чернилами, вдруг начинает смеяться. Затем она решает прыгнуть в озеро, чтобы помыться, и То-то следует за ней. Повеселившись, они возвращаются к рыбалке, и в конце концов Сил удается что-то поймать. Она задается вопросом, нормально ли ей веселиться, когда она должна убить То-то. Позже они возвращаются в лагерь со своим уловом и начинают жарить рыбу. Энн говорит, что очень любит жареную рыбу, и спрашивает Сил, пробовала ли она ее раньше. Она не отвечает, и То-то тут же протягивает ей жареную рыбу, говоря, что она будет еще вкуснее, потому что Сил сама ее поймала. Сил вдруг вспоминает уроки наследницы повелителя демонов, когда берет рыбу в руки. Ее учили всегда есть с изяществом, наверное, тот самый британский парень. Но увидев перед собой жареную рыбу, Сил решает забыть о хороших манерах и набрасывается на нее, как будто умирала с голоду. Все рады, что она веселится, и они решают устроить вечеринку с тем, что у них осталось. На следующий день они наконец добираются до деревни Энни, и Гоа говорит, что они с То-то пойдут в гильдию, чтобы сдать багаж. Она советует Сил и Энн заглянуть на деревенский рынок, потому что там можно найти качественную одежду. Энн с радостью принимает предложение, только чтобы покурить так, чтобы герой не заметил, и Сил это очень раздражает. Тем временем То-то и Гоа завершают задание, и администратор благодарит их за работу. Она говорит, что обычно они получают припасы другим путем, но недавно он был перекрыт, поэтому им пришлось заказывать в своем городе. Вернувшись в кафе, Сил спрашивает Энн, не собирается ли она напасть на То-то, потому что сегодня ее день, и она отвечает, что берет перерыв, потому что устала от путешествия. Она говорит, что им не нужно нападать на То-то только потому, что сегодня их очередь, и Сил соглашается с ней. Однако Энн дает понять, что они не могут откладывать это вечно, дразня Сил, что она, скорее всего, сделает это, потому что ей слишком весело. Сил злится и предлагает ей напасть на То-то, и Энн решает принять вызов. Они быстро идут к То-то и Гоа, где Энн ведет себя так, будто злится на То-то, потому что он постоянно теряет сознание, что бы она ни надела. Поэтому она хочет, чтобы он выработал иммунитет, выбрав для нее платье. То-то озадачен ее просьбой, но соглашается, и его выбор — водолазный костюм, закрывающий все тело. Энн злится на этого идиота, который даже не понимает, что такое мода. Она говорит ему, что ее наряд должен быть стильным и функциональным, и Гоа просит ее объяснить, потому что их герой немного тугодум. Энн говорит, что ей нужно платье, которое не будет сковывать движение и не будет слишком выделяться. Она быстро выбирает подходящее платье и надевает его. Но все сразу понимают, что она похожа на убийцу. Однако То-то не умеет спорить с женщинами и говорит Энн, что они должны его купить. Она рада это слышать и улыбается в знак благодарности. Этого достаточно, чтобы вырубить героя. Сил говорит, что им нужно выбрать наряд, который будет скрывать не только тело Энн, и она говорит, что у нее есть подходящий вариант. Ее выбор — костюм талисмана, и Энн даже не верится, что она согласилась его надеть. Сил в восторге, потому что считает его очень милым, а То-то говорит, что это идеальный вариант, потому что он не упадет в обморок, увидев это. Энн тут же снимает маску и надевает ее на голову Сил, говоря, что им нужно что-то сделать с Гоа, потому что именно из-за нее То-то может упасть в обморок. Они примеряют на нее несколько разных нарядов, но утонченной женственности Гоа достаточно, чтобы То-то потерял сознание. В итоге Сил надевает на нее костюм животного, и она так рада этому, что решает выбрать такой же для себя и Энн. То-то в замешательстве, но соглашается, что не упадет в обморок, если они наденут такую одежду, но Энн не хочет, чтобы мужчина решал, как ей одеваться. Она говорит, что они не могут отправляться в приключения в такой одежде,
и выбирает современный наряд, который действительно подходит. Она хорошо в нем выглядит, и Тота не падает в обморок, но это ее расстраивает, потому что она считает, что выглядит недостаточно привлекательно. Она дуется, и сердце Тота не выдерживает, и он снова падает в обморок, заставляя Энн отказаться от своих планов. В итоге она остается в своем первоначальном наряде, и когда все возвращаются домой, Тота клянется, что сделает все возможное, чтобы не упасть в обморок. Ну, девочки говорят ему, что это тоже будет проблематично, потому что тогда они не смогут обсуждать свои дела,